Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас. Вечер добрый, дорогие зрители. Друзья, спасибо всем большое, что присоединяетесь. Мы вживую. Все как всегда. Пятница, вечер. Мы вместе и отвечаем на ваши вопросы. Ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелеста и, конечно же, естественно, в чате трансляции, но в самом финале. Для начала, как говорится, для затравки, чтобы потом подвести итоги и перейти к вашим непосредственным вопросам, предлагаю вот такой опрос. Как Россия ответит за Усть-Лугу? За удар по Приморску, там, Кириши, в общем, по Ленинградской области, по нефтянке. Варианты ответов. Никак. Это проблемы нефтяников. Ударами по газодобыче Украины. Какая разница, война уже заканчивается. Или ударами по Европе, потому что все-таки версия, что летела-то как раз с Прибалтики, она как бы имеет свои косвенные подтверждения. Понятно, что официально никто не подтвердит. Как вы думаете, какой будет ответ? Или вообще никакого не будет? Рынок, цены на нефть ответят. Наиболее вероятно то, что прилетит по остаткам украинской газодобычи. Подчеркну, что половина украинской газодобычи вынесена. Это Сумская, Полтавская область. И эта газодобыча очень серьезно пострадала за прошедший год. Разные оценки. То 60, то 50%. Но факт в том, что осталось половина. И судя по тому, что удары по Слуге это очень больно, ибо можно обладать гигантскими ресурсами, но если выход в глобальный мир через узенькую калитку и калитки, каковыми являются Новороссийск, Усть-Луга, Приморск, по сути, через Усть-Лугу и Приморск выходит 2/3 российской нефти и конденсата. Очень ограниченное количество портов. И, естественно, когда наносится удар, последствия которого прекрасно видны со спутников, это весьма-весьма болезненно. И, судя по всему, это только вопрос времени, когда прилетит ответ. Смотрите, удар не просто удар, а удар там 3 ночи подряд били, понимаете? И достаточно невнятная реакция Кремля на этот счет. И это все ровно тогда, когда российские депутаты им показывают Конгресс, дарят носки, открытки с изображением Трампа. И вроде как, мы бы с вами, если бы не война, а так со стороны смотрели, то мы бы констатировали определенное потепление. Но как раз-таки вот здесь очень интересно. И насколько сейчас, как вы думаете, по вашему мнению, США – это Запад, а Запад – это США? Дело в том, что США пока не прекратили поставлять Украине развединформацию, а она крайне необходима для целеуказания, тем более, что группировка спутников шпионов, работающих на Пентагон, это позволяет делать, как-никак 250 спутников на орбите. Это раз. Два, непосредственно есть еще и британцы, есть, в конце концов, другие европейские партнеры, которые также делятся развединформацией. И, допустим, если удары надводными дронами, близкая британцам тема, у них даже есть Special Boat Service, специальная лодочная служба, которая как раз и занималась еще со времен Второй мировой войны такого рода диверсиями, то когда к легкомоторному самолету вешают фугасную соточку, ПАП-100, понятно, что ущерб от таких ударов намного больше, чем от ударов простыми беспилотниками с боевой частью 30-40 килограмм. И да, еще раз подчеркиваю, Усть-Луга – это там находится завод «Новатэк», который производит конденсат. Если Приморск – это дизель и сырая нефть, это, по сути, сырье, то Усть-Луга – это достаточно дорогое оборудование и серьезное производство. Там, по-моему, до 8 миллионов кубов в год способно производить. Но это действительно узкое место российской нефтянки, то есть выход глобальный. И теперь танкеры, которые
а порт в Усть-Муге позволяет заходить и супертанкерам там, с длиной там, 150 тысяч тонн, то они вынуждены бродить там вдалеке на рейде. Ну, естественно, отгрузка. Там 48 часов заработал. Заводы тут же. Поэтому неудивительно такое молчание. Судя по всему, ответ будет в виде очередных ударов по украинской инфраструктуре. Может быть, прилетит по газодобыче, а может быть, как говорил Зеленский, по объектам водоснабжения. Мы об этом и ранее говорили, по-моему, месяц назад, что с учетом потепления высока вероятность, что прилетит именно туда. Поэтому как-то так выходит. По поводу потепления и путешествия депутатов по Конгрессу российских имеется в виду, сегодня очень интересный, скажем так, ход был. Министерство финансов США сняло санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. Как бы, ну, в общем-то, сигнал достаточно интересный. Отвечу сразу, чтобы зритель не подумал, что я, ладно, ушел в лес от ответа. Потепление не отменяется. То есть, это другое. Вот. И, судя по всему, скоро, в ближайший месяц мы проверим, растворился ли дух от колледжа, или все-таки он еще имеет место быть. Вот. Это мои предположения на этот счет, поскольку сдержанная реакция Москвы по Ирану. Нынешний визит парламентской делегации все-таки на правительственном борте прилетели на Ил-96. Я понимаю, делегация не маленькая. То есть пока отношения с Трампом отнюдь не испорчены. И явно Кремль не спешит делать каких-то резких телодвижений в направлении Соединенных Штатов. Помимо этого мы видим, как радикально улучшились отношения с Беларусью. Ну, судьба белорусского калия, который длительное время находился под санкциями, ну, фактически был вне игры. А сегодня Соединенные Штаты, очевидно, проявили интерес к этому стратегическому ресурсу, учитывая то, что сами по себе Соединенные Штаты гигантский потребитель калийных удобрений, таких кукуруза, соя, ну, то, что выращивают американские фермы, требуют в таких гигантских объемах, и, естественно, для Беларуси это крайне важно. Но долг, я сдаю, чтобы ты дал, ну, произошел такой взаимный размен, но, несмотря на Иран, Лукашенко заявил о том, что он симпатизирует Трампу. Это тоже весьма-весьма показательно. Ну, давайте про Иран мы поговорим. Там тоже очень много интересного происходит. Интересные публикации выходят о том, что Трамп задолбался. Ну, слишком долго, в общем-то, эта война. Поэтому он там говорит, давайте не будем бить сначала 2 суток, потом 5 дней, потом 10 дней до 6 апреля. Короче, интересный такой как бы поворот. Да. Поплавила дедушка. Ну, поплавила. Дедушка старый, ему все равно, понимаете. Но тут давайте разберемся с нашими украинскими баранами. Андрей Владимирович, начнем с самого главного, с Зеленского. Ну, он же главный. Давайте начнем. Я, конечно, прошу прощения, но что-то как-то вот не выходит у тебя, Данила, каменный цветок. Значит, нам выходит Зеленский с откровением. Ну, вот такой секрет Полишинеля. Говорит, уходите из Донбасса и получайте гарантии. Ему американцы передают. Значит, вернулся с переговоров Буданов. С журналистами общается нервно. Ему говорят, так а что? Зеленский говорит, никакого прорыва, ничего не добились. Он как ничего не добились? А я, по-вашему, где был? Я занимался, я вот это, как это, переговоры идут. Вы верите? Нет, говорит, я верю в успех. Ну, короче, отбивается достаточно так, огрызается. Буданов, на него это мало похоже, видимо, настроение нервное. Что-то, видимо, ну, что-то вот, в общем, произошло в Америке. И оно продолжается. Вот прямо сейчас, во время нашего эфира, у самолетика правительственного борта поймали Рубио. И давай выпытывать. Значит, журналист, я зацитирую просто, да, чтобы все точно, в точности. Журналист спрашивает Рубио, говорят ли США Зеленскому, что гарантия безопасности зависит от вывода войск из Донбасса? Ответ Рубио. Это ложь.
Я видел, как он это говорил, Зеленский имеется в виду, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это. Ему сказали очевидную вещь. Гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война. Потому что иначе вы сами окажетесь втянуты в войну, понимаете? Что такое гарантия безопасности? Это войска, которые готовы вмешаться, обеспечить безопасность. Если вы введете это сейчас, это будет означать, что вы сами вступаете в войну. Что ему было сказано, очень ясно, и он должен был это понять, так что что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны, но это не было привязано к условию, если только он не отдаст территорию. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда. Вот видите, Александр, трудности перевода. Вот. Ну, коль вы вспомнили о баранах, ну, не стоит забывать, что обычно на мясокомбинат стадо баранов ведет козел. Вот, есть такой хрестоматийный. Вот. Что касается визита в Соединенные Штаты, ну, это уже не первый раз. Там все хорошо, там киваем головой, но возвращаемся сюда, и возникают и трудности перевода, и на выходе получается нечто другое. Понятно другое. Зеленский будет тянуть время. То есть, и явно то, что продвигают Соединенные Штаты, персонально ему, Зеленскому, это не подходит. И, соответственно, будет и дальше петлять. И переговоры будут, я думаю, в ближайшие 3 недели они будут стоять на паузе. Дальше будет, очевидно, последний подход Соединенных Штатов. Дальше Госдеп это подчиненные Рубио, рекомендуют пока выйти из процесса, оставить все как есть, вот, пускай еще повоюют, и вернуться уже там ближе к осени. Вот такие инсайды с берегов Потамака. Поэтому я предполагаю, что где-то вот середина апреля, после Пасхи, будет еще одна попытка Соединенных Штатов все-таки сдвинуть дело с мертвой точки. Если она окажется неудачной, то, судя по всему, вот, можно будет поздравить Владимира Александровича с выводом. Проект пересидеть Трампа продвигается вполне успешно. Ну и война, соответственно, продолжается. Ну, давайте, смотрите, вы слишком, наверное, оптимистичны, потому что тут же как? Значит, спросили Рубио тоже об оружии, говорит, ну, перенаправить оружие на Ближний Восток. Об этом и писали, об этом и говорили, и, собственно, как это? Опять говорит, что этого еще пока не произошло, ничего еще не было перенаправлено. Ну, это, в принципе, возможно. Вообще говоря, объективно, Рубио отвечает на вопрос, говорит, это не перенаправление, это наше оружие. Это для продажи, поставки в рамках вот этой ПУРЛ, платит НАТО, мы поставляем. И вопрос в какой момент заключается в том, что если у нас возникнет необходимость, позвольте мне выразиться ясно, если у США возникает военная необходимость, будь то пополнение своих запасов или выполнение миссий, как бы мы всегда будем на первом месте. Мы всегда будем на первом месте. Я думаю, это верно для любой страны в мире. Так что мне нечего объяснять. Я не могу сказать, что происходит прямо сейчас, но это может случиться. И вообще, мы готовы, говорит Рубио, сыграть любую конструктивную роль, чтобы положить конец войне в Украине, но, очевидно, в мире происходит много других вещей. Слушайте, вообще какой-то бедлам происходит, пока Зеленский там с ПВОшниками украинскими в Саудовской Аравии встречается. Беда в том, что, по-моему, что Владимир Александрович, что Дональд Фредович погрузились в параллельную виртуальную реальность и живут под собой ничего, не то что страны мира, ничего. Ведь, ну, ходят такие упорные слухи, то, что если Соединенные Штаты такие махнут рукой, то будут остановлены передачи развединформации, естественно, и с поставками оружия даже за деньги могут возникнуть проблемы. Поэтому нельзя сказать, что я оптимист. Я наоборот, тут все упрекают в пессимизме, потому что очень мрачные взгляды на перспективы, но, знаете, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Поэтому
то, что Соединенные Штаты просто так возьмут и махнут рукой без всяких последствий, ну, я так не буду. Этого не будет. В смысле без последствий? Для Ну, кого? для Украины. Нет, ну то понятно, что для Украины будут. Зеленский хочет, понятно, санкций, продолжения санкционной политики. Таких Это явно. снимают, вы же видите. А Беларусь. вот, да, подожди, я же не договорил. Это явно расходится с планами Трампа. Вот, но в таком случае кто будет назначен крайним? Ну, неудивительно, учитывая то, что Владимир Александрович поставлен в один ряд с Финисом Барновым, нарицательным для американской политики персонажем, ну, скорее всего, прилетит сюда. Пламенный привет команды Трампа. В каких формах? Я думаю, оружие, развединформация и, судя по всему, развитие вот этих дел, связанных с американской финансовой помощью. Трамп сделал, ну и сам вчера очень яркое заявление, говорит, Мерц говорит, как бы, это не наша война в Иране. А я говорю, что Украина это не наша война. Поэтому как бы занимайтесь. Но тут возникает очень важный вопрос. Смотрите, то, что реагирует Кремль на удар по, с чего мы начинали, по Усть-Луге, да, и по портам, ну, там же ежу понятно, что летело со стороны, с территории Эстонии, с территории прибалтийских стран. Сейчас какая-то жесть происходит в Латвии. Передают с мест, что там очень разлютовались погонные, в общем, там начинают всех грести. Видимо, там что-то зреет. В самой там вот этот проект Нарвская Народная Республика тоже как бы есть, раскачивается в медийке. А тут такой удар. Понимаете, в чем дело? Чтобы обезопасить плюс-минус Петербург и Ленинградскую область от таких ударов, ну, нужно физически отодвигать угрозу. А физически отодвигать – это как бы вступать в борьбу с НАТО. Но с каким НАТО? Сможет ли потягаться без Соединенных Штатов Америки, ну, такой кастрированный вариант НАТО, против таких угроз? Если да, и они уверены в своих силах, тогда это объясняет, почему через их воздушное пространство летят украинские дроны. Ну, уже был прецедент, помните, зимой 1939 года. Мариинский инцидент после безуспешных переговоров Советского Союза и Финляндии относительно того, чтобы отодвинуть границу от города до Неве. Вот. Но мне кажется, все-таки до масштабной военной операции дело не дойдет. А вот гибридная война, как та же Нарвская Народная Республика, это более чем вероятный сценарий. И судя по тому, как пошел разгон этой темы, этого нельзя исключить. То есть, поэтому не обязательно непосредственно двигать границу, создать точку, создать проблемную ситуацию. Ну, а дальше уже вопрос такого политического, геополитического торга. С кем же НАТО? Дело в том, что НАТО пока не в состоянии. Нет, по определению, нет полноценных сухопутных сил у стран НАТО на данный момент. Какие-то отдельные, там, в Литве бригада Бундесвера, механизированные, но это не те силы. То, чтобы модернизировать сухопутные силы НАТО, на это надо время. Да, еще год назад мы говорили о том, что 82% бюджета НАТО – это Соединенные Штаты. Сейчас эта цифра немножечко уменьшилась до 60%, так как страны НАТО в своем большинстве подняли военные расходы до 2% ВВП, а некоторые, как Польша, 4 с лишним. Ну, до 5 еще никто не дошел, как того требовал Трамп. Но, тем не менее, более половины бюджета НАТО – это Соединенные Штаты, это более чем показательно. И, соответственно, уровень военных возможностей, прежде всего, авиация, радиоэлектронная борьба, дальнобойные средства поражения – это, прежде всего, Соединенные Штаты. Вот. А Британия, допустим, 70 тысяч сухопутных сил. Вот о чем мы говорим.
Бундесвер, так, при Меркель был кастрирован, 2/3 сухопутных бригад Бундесвера сократили. Танковые, механизированные части. Вот. На то, чтобы это все снова поставить на ноги, на это надо время. Ну да, вот неудивительно то, что европейцы так жаждут, чтобы Украина еще 3 годика повоевала. Их, как говорится, интерес понятен. Но пока они не готовы. Ну, Вот, смотрите, ну какие годики? Давайте тоже как бы приведем аргумент, как аргумент статью Bloomberg сегодня. 90 миллиардов этими деньгами не пахнет. С Орбаном да. продолжается пикировка, тут говорить ни в какую. И, в общем, проблема на самом деле. А вот без этих денег, пишут в статье, ну, денег в Украине реально на войну до июня. Ну, так, по-моему, мы не раз об этом говорили, о том, что это ненормальная ситуация для стране, чтобы воевать. Безусловно, базис войны – это работающая экономика, это наличие ресурсов. Если эти ресурсы зависят от доброй воли партнеров, ну, как можно им отломиться. Вот мы близки к этой ситуации. И Гетманцев, который там начал сравнивать то, что нас может постигнуть судьба УНР, вот, не так уж далек от истины. И действительно, бремя войны для хилой украинской экономики, точнее ее остатков, от того, что еще там не добили, оно это такая неподъемная ноша. А 90 миллиардов, да, оказались в зависимости от того результатов выборов в Венгрии. 12 апреля пройдут выборы, но непонятно, как говорится, непонятный результат. Да, нам там вбрасывают про то, что, дескать, Петер Тисов впереди, Петер Мадерс, партия Тисов впереди, опережает на 20% Орбана. Но учитывая специфику избирательной системы Венгрии, ну как-то с трудом верится, поскольку большая часть депутатов парламента Венгрии избирается по мажоритарным округам. А в глубинке на мажоритарке у Фидес позиции сильнее. Это в Будапеште, да, так. Ну, как в любой столице, там всегда хватает прогрессивных молодых людей, которые голосуют за оппозицию. Но быстро этот вопрос точно не решится. И если остается Орбан, пока не пойдет нефть по дружбе, судя по всему, будет действовать вето. И хуже того для Украины, если там был бы один Орбан, то полбеды. Там вроде бы продумывали схематоз, как обойти его вето. Но присоединился еще и Фица, и эта кампания может еще и пополниться. Вот, поэтому действительно перспектива того, что Украина получит в ближайший месяц-два эти 90 миллиардов, является довольно призрачной. То есть маловероятно. А денег, да, финансы поют романс. При бюджете, в котором заложены расходы там, под 90 миллиардов, а доходов бюджета всего 43, ну, по-моему, картина очевидна. Страна банкрот, по сути. И плюс еще мы забыли про затык в Верховной Раде. Депутаты явно, в том числе и «Слуги народа», не собираются голосовать пока вот на этой неделе. Ну, доминирующее настроение, они не были готовы поддержать правительственные законопроекты, которые поднимали налог на доходы физических лиц за счет пожизненного, постоянного военного сбора в 5%. То есть так было 18, плюс 5 военного сбора, 23% налога на доходы физических лиц. Снижение необлагаемых почтовых отправлений со 150 евро до 45. И там по ходу еще там обложить LX торговлю. Там, если вы свои стиранные портки продаете, там, будьте добры, заплатите налоги. То есть, шарят по карманам пересечных. И того вот явно непопулярные законопроекты, которые будут болезненно восприняты украинцами, депутаты не собираются. А без этих не решится судьба 9 миллиардов от МВФ, не будет 9 миллиардов от МВФ, не будет 4 миллиардов от Всемирного банка. А это маркер для остальных. Страна
собственно, ненадежный заемщик, давать не стоит. То есть не будет денег от МВФ, не дадут и другие. Вот и получается классическая такой замкнутый круг для Украины с деньгами. Поэтому Блумберг, возможно, Блумберг еще оптимист, потому что финансовые проблемы могут начаться там, на месяцок раньше, нежели июнь, как они обозначили. Андрей Владимирович, сегодня на самом деле мы становимся заложниками не просто там нехватки ресурсов, а еще и нехватки идей. Я, если честно, опешил с того, как прямо, открыто, ну, это Рубио говорит, и там со ссылкой на Рубио Политико тоже синхронно выдает материал о том, что, в общем, предупредили американцы, что патриотов не ждите, оружие там, да, то есть по этой системе Пурл будут перебои, потому что у нас есть свои задачи. Ну, то, что я процитировал выше, то, что и сказал Рубио. Понимаете, то есть оружия как бы нет, да, денег нет. У России потепление, которым они настолько дорожат, что даже такой болезненный, казалось бы, удар с привлечением Европы непосредственно тоже, собственно, как бы не ставят во главу угла. Более того, вовсю сейчас ходят разговоры о том, что Лавров, по-моему, говорил, да, или кто-то, или Песков, в общем, сегодня тоже, что заявление сделали, что северные потоки отожмут американцы. Ну, Но опять-таки... разве мы об этом не говорили? Нет, так а зачем американцам не работающие северные потоки? Правда ведь глупость? Да? Зачем их отжимать? Зачем вставать 2 раза, называется? Конечно, они будут работать. Потоки можно реанимировать, это технически вполне разрешимо, хотя там специалисты, если попала морская вода, будет коррозия, но на наш век хватит. Вот. Реанимируют, сядут на трубу и будут снимать сливки, тем более, что российский газ будет превращаться в американский. Пожалуйста, как объехать санкционные ограничения. Ну и по сути с украинской ГТС. Сколько у нас 30 лет у нас били себя в грудь, национальные надбодня и так далее, но в итоге оно сейчас превращается в металл. Но чтобы добру не пропадать, судя по всему, вот, на трубу сядет дядя Сэм, и кто там из патриотов наших пикнет. И в этом всем, ну, скажем так, буйстве красок, вообще непонятно, какие условия получит Украина для завершения войны. Небензи говорил о неких новых условиях. Что вот из этого сейчас понятно и читается? Ну вот мы видим ситуацию на рынке энергоносителей, мы видим санкционную политику, проговорили, да, ситуация в Иране. Сейчас будем там останавливаться на ней подробнее, потому что там очень интересные сообщения идут. Ну, в общем, у Трампа, спойлер, у Трампа все не так хорошо, а если сказать, вообще ничего не хорошо по поводу Ирана, и Израиль уже как-то там тоже на дыбы встает потихоньку, говорит, елки-палки, что происходит? То есть в этом всем мы должны принять нечто новое. С одной стороны. С другой стороны, сегодня в Николаеве открыли Макдональдс. И видео сняли, как туда детвора бежит, вот все забегают, радуются, прям как вот ничего себе, сколько не было Макдональдса, вот сейчас открылся, ах, давайте все дружно бургеры заказывать. А это как бы сигнал, что, ну, постойте, значит, во-первых, война заканчивается, во-вторых, никто не пойдет, и Николаев захватывать не собирается, ну, это такой как бы подспудный сигнал. Если сюда добавить вот этих лоукостеров, которые авиасообщением занимаются, авиакомпанию Wizz Air, дешевые авиабилеты там по Европе и так далее, то тоже, понимаете, это тоже такой разведпризнак, что как бы все уже потихоньку готовятся к завершению. Есть такие признаки, но я бы не спешил обобщать вот, в отношении Макдональдса как разведпризнака близкого мира. Ведь когда под Киевом в Стоянке, там, по-моему, в 22 или 23 году там, возобновили работу Макдональдса, это вот скоро война закончится. Прошло уже почти 3 года, война продолжается. Макдональдс работает. Поэтому ну, для такой гигантской компании, как Макдональдс, если даже там, в результате военных действий какой-то из
ресторанов пострадает, это не бог весть какие убытки. Но, в принципе, такой признак позитивный. Равно как и то, что ВЗР проводит установочную сессию. Но просто мира может не быть, но интенсивность боевых действий потихонечку будет снижаться. Но в контексте вот этой новости, вот этих новостей этой недели по относительно ударов по услуге, но, судя по всему, оно, как говорится, подобное подобному. Вот, прилетит и каждый день, буквально сегодня, вчера, сегодня, так, Кривой Рог, Полтава, то есть, на прошлой неделе, Западная Украина, точнее, на этой неделе, Западная Украина, через 5 областей пролетели шахеды. Поэтому война будет, судя по всему, продолжаться. Другое дело то, что на фронте, вот если посмотреть количество потерянных квадратных километров, да, налицо снижение интенсивности продвижения, но это ж в любой момент ситуация может поменяться, поскольку дальше с наступлением тепла земля подсыхает, появляется зеленка, и да, это создает предпосылки для активизации боевых действий. В апреле посмотрим, оправдается ли этот прогноз. Ну, сегодня сообщили, что Гришина потеряно, это Покровское направление. Там бои за него сумасшедшие были, пытались обходить россияне с двух сторон. Там вот оттуда вот эта история про паренька 21-летнего, который там стопы отморозил, сколько-то там дней, чуть ли там не под 2 месяца. Один был на позиции, его там снабжали дронами, а воевал так, как вроде было несколько. Ну, это такая история, то есть его там наградили в больнице. И вот это все с разных сторон, вот это вот движение, понимаете. И это было возле Гришина. Сейчас-то Гришина потеряно, сообщает Deep State украинский. Ну, то есть мы понимаем, что движение на Покровском направлении есть. По Славянску вообще беда. Украинские военные, ну, те, которые плюс-минус редко пишут в Facebook, но что-то пишут, ну, то есть о которых в медиаполе что-то, ну, что-то значит их слово, как, не как оголтелых, а как каких-то экспертов, говорят, что, ребята, все, Славянск и Краматорск превращаются в города-призраки. Ну, До свидания. так, еще в феврале в Славянске смотали контактную сеть троллейбусов. Ну, по-моему, это более чем наглядный признак того, что город рискует повторить судьбу Бахмута и других городов Донбасса. И судя по тому, что еще на прошлой неделе противник был уже в 14 километрах от Славянска, то понятно, скорее всего, ничего живого там не останется. Вместо Славянска-Краматорска будут руины, как с Бахмутом. Увы, но да, за эти руины могут продолжаться бои еще год, то есть довольно длительное время. Там много промзон, жилая застройка, естественно, наступать там дело такое неблагодарное. Но тенденция, по-моему, совершенно очевидна. И это просто вопрос времени, когда это произойдет. Ну, как это было и с Покровском. А то, что один боец проявляет героизм, ну, по-моему, это вопрос командира. Потому что всегда чей-то героизм имеет обратную сторону. Обратная сторона – это чья-то трусость, раздолбайство, тупость командования, которое, как правило, требует проколы, если не сказать грубее одних, ну, требует героизма у других. Смотрите, могут ли россияне требовать возвращения других территорий не военным путем? Ну, как возвращение? Возвращение в плане Херсона, они занимали Херсон. Или, например, тех территорий, которые не занимали. Смотрите, то есть все как-то вот сторонятся этого территориального вопроса и говорят, что он вообще не главный. Да при чем тут территориальный вопрос? Но, простите, вот послушаешь вот эту полемику Рубио с Зеленским, или, например, Зеленского, который говорит, вот, используют как бы Донбасс как повод не останавливать войну. Но, тем не менее, Рубио уже говорит, что все, уступки должны быть от Украины. То есть Америка не требует уступок по территориям, ну а каких тогда требуют? То есть здесь, мне кажется,
по ходу этих переговоров я хочу Буданова поддержать. Ну, все-таки, знаете, ну, молодец. В каком плане поддержать? Он говорит, так а что я ездил? Ну, то есть, да, что мы там, штаны просиживали, о чем-то же договаривались. Ну, и делает загадочное лицо, не говорит о чем, понимаете? Ну, то есть, я тоже предполагаю, что о чем-то такие они говорили, встречались по 2 дня, вот это вот все. Просто что-то такое, что нужно как-то препарировать, как-то подать украинскому обществу, готовиться. Видно, это будет происходить в апреле, такая подача в купе с тем, что происходит вокруг Верховной Рады. Вот такая подача блюда произойдет, судя по всему, в апреле, когда я говорю о том, что будет еще один подход со стороны Соединенных Штатов. Опять же, возвращаясь к условиям, но ведь многие вот сегодня мы там по поводу того, о чем Путин там говорил с российским олигархическим кооперативом, о том, что скинуться на войну, и по поводу того, что о границах Донбасса. Я думаю, что если это произойдет военным путем, Украина потеряет Донбасс, Донецкую область в административных границах путем военных действий, то условия могут измениться. Это, судя по всему, на Аляске договаривались. Украина уходит с Донбасса, а взамен, по сути, сохраняется статус-кво в Запорожской и Херсонской области, то есть по линии разграничения. А дальше могут поставить вопрос по поводу Запорожской и Херсонской области в административных границах. И это уже совсем другой калинкор. Посмотрите на карту правобережья Херсонской и Запорожской области. И как это, это до середины страны буквально. Поэтому условия могут меняться и не в лучшую для Украины сторону, поскольку предпосылок для получения лучших условий у нас не так уже много. Да, там понятно, что круг таких мечтателей из Печерских холмов, которые там считают, что вот-вот российская экономика схлопнется, но это до войны с Ираном было. Там была определенная эйфория о том, что там назревают бюджетные проблемы, там секвестр бюджета 10%, но, как мы видим, все эти мечты накрылись медным тазом после начала войны, и пока ситуация с ценами на углеводороды позволяет Путину вполне оптимистично смотреть в будущее и иметь необходимые для продолжения войны средства. Вот это реальность. Андрей Владимирович, Юзика Ткач нашел с «Украинской правды» в Испании. Ну, что его искать? Под Барселоной отоборился. Нет, понятно, что он птица крупная, там заметен издалека. Тем более там с таким очень обычным жизненным занятием их застали с супругой. Особо же не скрывался. Машина на киевских номерах, тем более машина по испанским меркам заметная, но и испанцы на таких не ездят. Это для испанского обывателя это занадто дорого. То есть там такие фиатики, сиатики, форды там со слабеньким движком, а там такой сарайчик, Land Cruiser Prado, трудно не заметить. Городок Бланес, понятно, что в качестве аниматора явно Юзик там работать не будет. Как он не пойдет туда работать в рыбный порт, больше там экономики нет, там только гостиницы, городок курортный. И да, кстати, недвижимость там пишут, что чуть ли не за 50 тысяч купили, это все фуфел, там довольно дорогая недвижимость, в побережье Коста-Браво, 60 километров от Барселоны, и там все довольно дорого. Разве что может быть, там какие-то другие условия, может быть, там такие через скрипту, но пишет, что испанцы якобы купил. Посмотрим. Нет, смотрите, тут же очень интересен другой момент. И за это как бы пытался ухватиться Ткач, но тот упал в несознанку, говорит, я ничего не знаю, я не помню. Добывал часто. Это Новый год, Новый год был. А что, я не запоминаю вообще, кто там, когда я езжу в эту Испанию, подумаешь. А ваша жена же была, говорит, помощницей вашей
народного депутата. Ну, была, ну и все. Сейчас нет. Сейчас нет. И можно квартиру купить. Смотрите, Зеленский же четко заявил, помните, есть распоряжение. Всем представителям местных властей, всем он запретил выезжать. Только в командировку. Ну, я не знаю, может, он яйца по 17 покупал? Да. С таким 60 штук стоял таким, да крупненькие, он же сам крупненький, и яйца крупненькие выбрал себе. К Пасхе готовятся. Это же Испания, как тут не вспомнить слова генералиссимуса Франко. Друзьям все, врагам закон. Друзьям все. Тем более, что как-то все забыли уже про маленький кассетный скандал еще, по-моему, 2019 года, когда Юзик там, с криворовскими полицаями там, его понесло, что теперь все в нашей власти, вот как мы будем там, распоряжаться ресурсами и так далее. Это ж все пропустили мимо ушей. Тоже НАБУ и так далее. Это чистейшей воды коррупция и зловживание владою. Вот. Но, собственно, пацан шел к успеху. Вот. И, судя по всему, приготовил себе вот такой запасной аэродром, прекрасно понимая, что ситуация может сложиться так, что место в Украине ему дальше не появляться, учитывая результаты их деятельности зеленинцев. Поэтому типичная, как говорится, мечта украинского политика, его жизненный план. Нацарювати та втекти. Но он же там еще и конверты раздавал. Ну, естественно. Там, поверьте, там хватает сюжетов, но, как я понимаю, в зале Верховной Рады мы его не скоро увидим. Но есть же прецедент того же харьковского депутата, который в Канаду свалил с 24 года. Тоже близкий, по-моему, ютубер, блогер известный. 2 года в Украине не появляется, но в списках монобольшинства числится. Хорошо. Как это повлияет, эта ситуация с Юзиком, на работу украинского парламента? Ну вот смотрите, слуги и так же рассыпаются. Юзик был каким-то центровым, среди каких-то групп депутатов. Юзик это друг Зеленского, личный. Да. То есть получается, что, как это еще назвать, как не эвакуация? Вот я говорю, нацарювати та втекти. Вот уже, как говорится, запасной аэродром подготовлен. Места приятные, климат мягкий, хорошая квартира, верная жена. Что еще нужно для того, чтобы чекить статус? А яйца тут такое дело. Видимо, готовится уже к Пасхе. Да, наш там по новому стилю раньше. Да, у нас же теперь киевский патриархат по-старому, московский патриархат по-старому, это АПЦУ и католики по-новому. Так я понимаю. Поэтому, судя по всему, Юзик, это станет скандальчик, я бы скандалом не назвал, скандальчик, станет дополнительным триггером добивания этого монобольшинства. Помните, еще год назад я говорил о том, что вот эта соросятня, она еще всадит, не кинжал в спину Зеленскому, а, скорее всего, учитывая там, их специфику, другой предмет ниже спины. Вот. Поэтому это и случилось. Это трудно было не предвидеть такой поворот событий. Но бачимо очі що купувала, їжте хоч повелась. Вот поэтому взяли себе таких партнеров нетрадиционной ориентации, теперь выгребают. Главными застельщиками вот этой антизеленской коалиции и расшатывания системы власти сегодня выступают те, кто был младшими партнерами зеленинцев во власть. Кому они отдали части правоохранительных органов, тут же Генпрокуратуры, вспомните реформу Рябошапки. Это понятно. А как вы думаете, есть ли
опора революции и эволюции непосредственно может опереться она на вот этих товарищей? У революции есть начало, у революции нет конца, вспоминается. Знаете, опираться надо на твердое, а это какая-то весьма такая жиденькая субстанция. Поэтому, ну что тут? По большому счету, мы же неделю назад говорили о том, что гадали, чьи это интриги. Может быть, Андрей Борисович решил показать, как живется, как без Андрея Борисовича управлять монобольшинством, пропрезидентским большинством. А оказывается, все-таки тут скорее наш Давид Арахамия демонстрирует то, что такой оппортунизм. Мягкий пока. Открыто выступить против Зеленского он не решается, но, как мы увидели, на нужные голосования, которые исходят из депутатской среды, ну, которые имеют вполне такой позитивный характер. Например, там, о отмене платы за разрушенное жилье, или то, что ни один не принимает на госслужбу не отслуживших в армии, ну, а как быть тогда с нашим президентом, в таком случае, да и многими другими персонажами во власти, которые как бы, ни пороху не нюхали, ни портянок не мотали. Ну, для наших это норма. Речка сеять свинопасы должны служить, а наша ясновельможная шляхта этим не марается. Но голоса на это нашлись. А вот то, что касается правительственных законопроектов, то исходило от чем была заинтересована Банковая, ну, по сути, по-прежнему не собирают искомых до 226 голосов. А там же отдельные голосования, там и 303 голосовали. Вот, картина маслом. Какова будет развязка? Но я вижу то, что под Юлией Анатольевной шатают крест. Ну, это Свириденко, Юлия Анатольевна. Так а зачем? Ну, слушайте, а какой смысл? От нее ж ничего не зависит. Это все как бы с Банковой приветы. Она, ну, ебачок вот этот вот, когда компенсируют топливо. Вот в этом и интрига этой многоходовочки. Так что на выходе? Что новый премьер или возвращаем Шмыгаля, или добиваем уже это монобольшинство и, собственно, заявляем о его кончине? Ведь среди слуг фигурирует сейчас такая цифра. Верных зеленинцев осталось всего 111 человек. 111. Остальные – это те, кто уже начал искать свою дальнейшую политическую перспективу уже в отрыве от Владимира Александровича и зеленых, те, кто откровенно саботирует и просто не работает. Понятно другое. То, что рассказывают про давление на БУ и прочее, это, ну, никто же не будет говорить о том, что мы не хотим работать, потому что перестали идти конверты, а к хорошему быстро привыкаешь. Знаете, сладкое обаяние буржуазии, когда ежемесячно тебе вручают конверт, а там от 5 до 20 тысяч баксов, ну, в зависимости от ранга. Если простой кнопкодав, пятерочка, замглавы, глава комитета, это кажется, 20-ка и больше. И если ты еще и обеспечиваешь нужные голосования, там еще да. А тут лапа прекратилась. Общак исчез. Естественно, мотивации поубавилось. Ну, действительно, как жить на 50 тысяч гривен в довольно дорогом Киеве. Явно в Гудвайне по пятницам, даже имея 50 тысяч зарплаты, ну, не потянешь. Там другой уровень цен. Поэтому, может, это как раз демотивация депутатов является как раз. Надо... У нас ищут какие-то сложные объяснения, сложные интриги, а как это очень часто бывает, как говорится, иногда банан – это просто банан. По поводу Макдональдса в Николаеве. А чё так, как суперзвезду, как Аллу Пугачеву встречают мэра Харькова Терехова? Ну, Женщины там вот это все фотографируются. Я так вот, ну, смотрите, при всех... Ну, ладно, Кернес, да? не взлетит. Не взлетит. Но Кернес, понимаете, вот этот фактор
Явно готовится к походу в большую политику, то есть пошла, видимо, коллеги такие получили работу с новым политическим проектом. Ким, ну, если Ким хотя бы там такой экзотик, там Экзотик? иногда, да. Ну, иногда так что-нибудь скажет, ну, то Терехов скучный. Ну, помните, как покойный Кернес Добкина учил? У тебя лицо скучно, тебе никто денег не даст. Вот у Терехова лицо скучно. Он неплохой администратор, чиновник. Ну, или как есть. Еще с тех времен, когда еще Кернес был жив и здоров. Но никакой харизмы, естественно. Раз. Во-вторых, даже при жизни Кернеса оттиражировать позитивный опыт Харькова не удалось. Ибо за пределами Харькова у Кернеса был, мягко говоря, неоднозначный имидж. В самом Есть... Харькове, понимаете, как это очень часто бывает, тут как политтехнолог чуть-чуть расскажу. Человека знали со всех сторон. Его темную, светлую сторону, но видели результат его работы. И для харьковчан это был весьма убедительный аргумент. Действительно, на фоне того же Днепра Харьков выглядел куда как более ухоженным. И, ну, может быть, Кернес, да, зарабатывал, но мы живем, зарабатывал с прибыли, а не крал на убытках, как у нас часто водится. И система городского управления у него работала вещественно. Вот это факт. Но и это даже не помогло, скажем, когда было 19, там затевали проект такой партии мэров в 2019 году. Ну, не зашло. Понимаете, в чем дело? Эти вот вещи, вот эти выборы, эти все, скажем так, инсинуации, рейтинги доверия опубликованы были недавно, да, там, где побеждает Залужный, и там Усик, Ну, и, в общем, Александр, Буданов. А ну, вот тоже, вот как так может быть? В одном и том же опросе доверяют больше всего Залужному, Буданову, Зеленский третий, а вот президенты, конечно, Зеленский побеждает. Это как? Я не доверяю Зеленскому, но я пойду за него проголосую? Ну, тоже какой-то цирк, понимаете? Такой мазохизм. социология у нас давным-давно превратилась в продажную девку Так а кто политтехнологов. Да, покупает? Вот я не могу да. понять, кому Ну, выгодно вот купить вот такой опрос. Социс – это Гринев. Вот, может быть, Гринев ну, длительное время был связан с Порошенко, это же его продукт армия Мова Вира, как стратегическая идея для компании, с политтехнологической точки зрения идея, безусловно, эффектная, но для страны она оказалась абсолютно контрпродуктивной. Может быть, он уже переобулся, может быть, он уже работает на другого заказчика, вполне допускаю, но эти никаким социологическим рейтингом, они у нас давно превратились из инструмента, дающего картину общественного мнения, они превратились в инструмент пропаганды. Вот, и это более чем наглядный пример. Такой фурончик с оркестром. Сегодня Зеленский в Саудовской Аравии встречается там с ПВОщиками, что-то они там подписывают Гнатов там со своим визави. Они там вот посидели с этим Бин Салманом, пообщались. Все, Украина, как это формулировка? Донор безопасности. Я, если честно, сегодня там после паузы как бы я выскажусь по этому поводу, долго времени забирать у вас не буду. Сегодня после нашего эфира шум будет, позже немножко пошумим, друзья, чуть-чуть. Но вот я не могу, вот донор безопасности. Обычно, ну, мы привыкли, что донор это нечто почетное. Ну, то есть ты приходишь, тебе там берут кровь, гематогенку потом дают, денежку какую-то платят, ну, чтобы там для здоровья поддержать. Ты донор, ты ответственный человек, там, употреблять нельзя внутрь горячительного до определенное количество часов, после тоже надо восстановиться, кровь же забирали. Но в быту, ну, это была романтика вот тех лет, да, там, постсоветских, вот этих всех моментах, когда донорство развивали. А сейчас словосочетание «донор», да, ну, простите, очень скабрезное. С точки зрения технической, это, например, машина-донор, ту, которую режут по частям и, собственно,
от донора ничего не остается, понимаете? Ну вот просто современный мир так как-то поменял этот Это посыл. понятно, это находка печатеров, технологов, которые работают на Зеленского. Но это в одном ряду с пунктами незламности, там, помните, потужности и так далее. Донор безопасности. Вопрос в другом. Как в глазах кем в глазах мусульманского мира воспринимается Украина? Увы, могу огорчить ребят, наших позитивных экспертов, в том, что Украину воспринимают как стратегического союзника Израиля. Нет, И это... смотрите, то есть это все очень геополитически, очень хорошо. Но Политико сегодня пишет о том, что бойцы ВСУ жалуются на том, что у них нет топлива. Топлива нет. Так и говорят, цены ужасные, в вооруженных силах сейчас очень ограниченные запасы, мы не на передовой, там с каким-то поговорили о ним военным, поэтому мы как бы не в приоритете, а вот если наши танки и прочее оборудование не часто вообще куда-то перемещаются, поэтому отправка нам дизельного топлива менее приоритетна, чем там другим подразделениям. Ну и аналитики тут высказываются, что, ну это, конечно, а мы донор, понимаете? То есть, как бы, еще раз, то есть война в Иране лишает нас сегодня, это одно Политико, Рубио я вам приводил, война в Иране лишила Украину оружия, лишает уже сейчас, хоть там Рубио крутит, говорит, да нет, там, вы не так поняли, уже лишает топлива, то есть да, осталось только ТЦК, понимаете? А те разлютовались просто в корень, просто разрыв там. Уже ребенка годовалого с матерью запихивают в бусик, начинают там разбираться, потому что у ребенка сотрясение мозга. Тянут там по земле в Черноморске, вот это вот все с криками, под крики. Они, ну... Еженедельно, Александр, то, что еженедельно кого-то убивают, процессы такой мобилизации. Ну, ничего удивительного, ведь и недели ранее мы говорили о том, что и теперь дошла очередь до Киева. Судя по всему, подняли такие планку до 40 тысяч ежемесячного отлова. Назвать мобилизацией это не могу, это отлов в чистом виде. Уже с собакой. Вот. И это, судя по всему, будут пускаться во все тяжкие, ибо собственно, формула очень простая. Либо ты выполняешь план, либо идешь на фронт в мясную бригаду. В мясную бригаду никто не хочет идти. Вот, соответственно, правдами и неправдами пытаются выполнить план. Ну, в Днепре, говорят, там привлекают местную братву. Ну, в качестве такой силовой поддержки. Там, кошляковских, ходят такие упорные слухи. Вот, то, что в качестве такой силовой поддержки. Ну, они, понятно, только не решают. То есть, то, что цена откупного сейчас может вырасти, так, решить вопрос в бусике, это уже будет там не $500, как там год назад, а там, хорошо. Там, 80 тысяч сегодня разошлось у Гончаренко. Да, это говорил он на комитете Верховной Рады. Да, это экстремальные случаи. Обычно, обычная такса, это сейчас поднялась там до штуки, да и больше, но это на месте. Уже в ТЦК это уже там 5-10 тысяч, где в каждых местах по-разному. Я говорю другое, потому что каждый, наверное, практически каждый начальник районного ТЦК сейчас это долларовый миллионер. И то, что из украинцев, это и об этом Разумков прямо сказал, с лохов состригли минимум 2-3 миллиарда долларов в процессе мобилизации. Это цена. Ну и теперь, когда мы говорим о том, что доноры безопасности, ведь с учетом вот этих налоговых новаций, которые, понятно, освещены банковой, но некоторые собиравшие донаты для бригад, если это будет принято, то мы прекращаем все сборы. То есть, поскольку мы дотягиваем то, что не дорабатывало государство, мы добивали с помощью волонтерских пожертвований, теперь, с учетом такой политики государства, все это, как говорится, лавочка закрывается. А волонтеры по-прежнему гоняли транспорт, закупали, собирали деньги, маскировочные сетки, стельки, продукты питания.
Это то, что не обеспечивало государство. То, что где-то усыхало, там мыши съедало. Но как бы все 4 года войны ситуация со снабжением, что топливом, что транспортом вооруженных сил была, мягко говоря, неудовлетворительна. При том, что приходили и деньги, и транспортные средства. Посмотрите, у нас полиция на новеньких пикапах Mitsubishi ездит. Вот, новенькие Renault Duster. По абсолютно мирному, относительно мирному Киеву. Но вы видели в боевых бригадах там, новенькие Mitsubishi. Там пикап живет неделю-две, это в лучшем случае. Но это собирали волонтеры. Вот как с такой экономической политикой государства, с такой налоговой политикой, ну, волонтеры прямо говорили еще полгода назад, том, что сборы практически упали в 2-3 раза. То есть, финита ля комедия. Это точно. Значит, по Ирану короткий вопрос, хотя там события, конечно, бьют ключом. Вот самое свежее заявление Аббаса Аракчи, глава МИД Ирана. В общем, Израиль атаковал 2 сталелитейных завода Ирана, и это противоречит продленному сроку для дипломатии, установленному Трампом. Значит, Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Эта атака противоречит продленному сроку дипломатии. Иран потребует огромную цену за преступление Израиля. Также сегодня было сообщено, что били по ядерному объекту. Это прям тоже очень и очень интересная история. Фордо, Нетанзе, там есть специфика ядерных объектов. Ну, вроде как никому ничего не угрожает, никто не сообщает о последствиях, но тем не менее. Ну, а в свою очередь, связанные с Ираном хакеры заявили, что получили доступ к личной электронной почте Паттеля, руководителя ФБР. Пока для Ирана победа, это если сохраняется нынешний политический режим, нынешняя власть сохраняется, это уже победа. Для Трампа, понятно, победа – это свалить власть. Но одну информационную, по крайней мере, в информационной войне Иран уже победил. Нет, подождите, не только в информационной. Выходит, значит, Рубио и говорит, типа, вещи, конечно, очень такие странные. Говорит, Ормузский пролив. Там сегодня тайский танкер подбили, и Рубио говорит, еще 3 развернули. Ксир заявил, что 3 пытались пройти, и развернули, сказали, идите по добру, по здорову. Но они сейчас там топчутся, эти танкеры, ужас, сколько их там много. Причем там очень интересно, не только нефть, а еще и другие материалы не могут доправить ни туда, ни обратно. Короче, проходят только дружественные страны для Ирана, то есть китайские. По 2 миллиона баксов по проходу. Ну, или по 2 миллиона, или просто дружественные. Ну, в общем, интересная история. И Рубио говорит, значит, мы за то, чтобы кто-то организовал проход, ну, типа миссию, операцию по разблокированию Ормузского пролива, а мы эту операцию поддержим, говорит Рубио. Погодите, так буквально несколько дней назад Трамп говорил, что там и так, и сяк, и мы можем этак, а мы вообще можем сопровождать. Правда, никто ничего не сопровождал ни разу. Один раз там что-то сунулся какой-то корабль, его там чуть-чуть попытались подбить, да, и он больше не суется. То есть Ормузский пролив перекрыт. И, в принципе, на уровне риторики американцы согласны, что он иранский. Вообще какая-то странная история с этим Ормузским проливом. Как разрешится? Что думаете? Смотрите, но до 28 февраля были ли какие-то проблемы с Ормузским проливом? Не было. Ну, а теперь, маркеры идиотизма ситуации. Вот и как раз то, что происходит вокруг этой войны. Ситуация, как была неделю назад для Трампа, это такой сплошной цуксванг, так она и остается. И, судя по всему, она неумолимо движется к попытке проведения наземной операции, которая, я считаю, может обернуться для Соединенных Штатов большим позором, ибо достаточного наряда сил для того, чтобы там, изолировать какой-то участок побережья, иранского побережья,
допустим, если даже для захвата острова Харк. Остров-то можно захватить, но остров крошечный, 20 квадратных километров. И это уязвимость. Соответственно, надо создавать зону безопасности на побережье. 10 тысяч морпехов, ну, даже если присоединится 82-я воздушно-десантная дивизия, это не те силы. А явно какого-то другого варианта пока не просматривается. Вот. И то, что отодвинули визит Китая товарищу Си на 15 мая, как раз на мой день рождения, но это вряд ли что-то изменит. И вряд ли Трамп может 1000 раз заявить о победе, вот, но это уже вызывает смех. И возникает вопрос об адекватности господина Трампа, поскольку да, там, понятно, тяжелейшие удары по Ирану с точки зрения экономики. Судя по всему, нанесли удар по металлургическому комбинату в Исфахане, который строился еще при Шахе. Советский Союз, кстати, строил. Вот. И иранцы, надо дать им должное, этот комбинат постоянно модернизировали. Если у тебя, как говорится, если у тебя есть какая-то промышленность, если у тебя есть там ядерная амбиция, ну, должна быть и металлургия. Металлургия у Ирана есть. Вот. Понятен масштаб разрушений неизвестен, равно как. Вот. Тут все надо делить, Александр, все надо делить на 2, на 3, и надо верифицировать информацию, поскольку идет такой тотальный поток дезы, поток фейк-ньюс, и с той, и с другой стороны. Ну, как было с ударом по электростанции в Кадере в Израиле. Сообщили, ну, там непонятно, там их 2. Одна угольная, еще со времен царя Гороха, еще до построена при англичанах. А другая с собой более современная. Но вот, пишу бывшим нашим согражданам, у вас там, говорят, прилетело. Не-не-не, смотрите, я тут по поводу бывших сограждан, я сразу должен сказать, это, кстати, я обсуждал с несколькими людьми. И, в общем, давайте так. Те, кто находится в Израиле, израильтяне, жители, граждане, не граждане, просто там находятся, да, то есть многие же там попереезжали из-за войны, они все говорят одно и то же, специально. Я, если честно, вот это прям, значит, ничего не повреждено, никуда не попало, все там мы сбиваем, все хорошо, мы вообще ни при чем, играемся с мячом, это Трамп отвечает за все, понимаете? Они все говорят, причем несколько человек, ну, я имею в виду не в публичных, в эфирных, а даже приватных беседах говорят, ну вот так, а по-другому нельзя. Вот так говорят. У них там, понимаете, доведен до какого-то великолепия телемарафон украинский, понимаете? Нет, ну, есть... Да нет, да, подождите, есть объективное подтверждение удара по химическим заводам, конкретного удара, прилета конкретного, на видео ракета четко залетает. Понимаете? По вот этой... был прилет, да, был удар по НПЗ. Так, никто не скрывал это. Ну, то есть разрушение, гибель. Более того, они же там поперлись в этот самый, в Ливан, а ничего не получается. Выходит на израильское телевидение мужичок, он там просто, ну как, глава сельрады, ну, в общем, мэр поселения, там же у них там дальше идут поселения. Вот, ну, они не кибуцы, ну, хорошо, пускай... Машава. Да, и вот он, один из этих руководителей, выходит на израильское телевидение и плачет, говорит, что ж вы делаете, мы тут хоть жили как-то там, экономика туда-сюда, все, вы поперлись туда танками, ваши танки поподбивали, идет война, разрушили все на свете, все то, что я строил, мэр, вместе с людьми, ну, они там маленькие поселения, небольшие, говорят, что ж вы делаете? То есть но вы этого не увидите и не услышите ни от кого из тех, кто связан с Израилем или, ну, конкретно в Израиле. Они очень и очень держат вот эту военную цензуру. Но я как раз, у меня и противоположный опыт. Когда люди прямо, ну, когда прилетело
убежище, баллистическая ракета прилетела в убежище под синагогой, там, да, 9 погибших, там никто этого не скрывал. Вот. Но в Хадере, если прилет в теплоэлектростанцию, должны были начаться, по идее, перебои с электрикой. Их не было. Поэтому то, что там есть стандарт подачи информации, это факт. Но если гибнут военнослужащие, там, после разрешения военной цензуры, там спустя день публикуется, информация не публикуется. То есть там нет таких пропавших без вести, по сути. Но относительно цензуры, ну, там и есть, да, сильнейшая самоцензура, но, смело заявить, Шабак, это служба внутренней безопасности Израиля, за каждым не следит. Так, Андрей Владимирович, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса, а то мы так увлеклись. Значит, ну это ж Израиль, конечно, можно и увлечься этой темой. Поехали. Как ответит Россия за Усть-Лугу? 8%. Какая разница? Война что, заканчивается? 11%. Ударами по Европе. Вот прям конкретно ударят по Европе, а те ничего не смогут сделать, соберутся, пошумят на 5 статье и отползут. Ну, такой вариант. 34%. Никак, потому что это проблема нефтяников. Потрясающий видел где-то материал. Сейчас вылетело название издания. Может, вы вспомните, поправите. Тоже сегодня актуальный. Все говорят, а что такое? А в чем дело? Все говорят, это же удар по российскому бюджету. Зеленский рассказывает, все рассказывают. Не-а. Российский бюджет получает от этих нефтяников с момента, когда эта нефть достана из земли. Все. Вот они достали из земли и заплатили в Кремль, в казну. Александр, и стереотип о стране бензоколонки, он, ну, не, скажем так, мягко говоря, не отвечает действительно. А вот эти, ну вы поняли, логистика, это уже как бы головная боль логистов, нефтяников. Они реально хорошие деньги получают. И вот аж они придумали этот теневой флот, который вышел на государственный уровень. Ничего страшного, придумают что-нибудь еще. Там же есть очень много разных этих моментов. Там вбросили вот эту историю, что казахскую нефть блокируют, да, но потом это Песков сегодня опроверг. Поэтому тема, что это дело нефтяников, я же давно слышу эту риторику. Так у вас же денег куча, вы же такие нефтяники. Поставьте себе ПВО, там, свои расчеты. Встреча Путина с олигархами. Ну, признал же расстегнуть кошелек. Ну, Керимов, Дерипаска выразили готовность там, по миллиарду. Готовы, там, Вы же помните эту историю? Взять и повесить дирижабли с сеткой по периметру, и все. Ну а что там, дорого? Это нормально для нефтяников-то, понимаете? Ну, то есть, так... Ну и побеждает, конечно, что удары по газодобыче Украины, потому что сегодня там, кстати, было сообщено, что в Полтавской области тоже было поражено одно из 47% побеждает этот вариант. Вот такие у нас сегодня итоги. Андрей Владимирович, режим Блиц. Да, режим Блиц. Значит, пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые зрители. К ним сейчас перейдем. Вопросов оставили достаточно, поэтому так, пройдемся по ним. Поехали. Так, Андрей, скажите, на фоне того, что новых фигур нет, изменений быть не может, все продлится до побега Зе и Ко. А как же потом? Что Рада? Снова зрада, воры, а солдатики куда? Что вот будет, на ваш взгляд? Благодарю, Александр, всем добра. Пока ничего хорошего не будет. Хорошо, если сохранится государство, с точки зрения гражданина Украины. Но если уже Гетманцев заговорил о том, что Украина может покрыть судьбу ЛНР, ну, понятно, что дело полное. Ну, а Зайко, ну, уже запасные аэродромы, как вы видите, например, Юзика готовы. Говорят, и в таунхаусе в Белгравии, это такой фешенебельный район Лондона, уже делается ультрамодный ремонт. Владимир Александрович может говорить, а я уеду жить в Лондон. Все может, туда и потеплее, чего. Прям Лондон, там Лондон. Оксана спрашивает. Лавров в интервью французских СМИ, понятно, сказал, что если киевский режим примет понимание Анкориджа, вывод ВСУ и признание референдума, начнутся переговоры по другим вопросам, в частности, русский язык, церковь. Так что вопрос не только в территориях получается.
Но пока каких-то, да, смотрите, фактически процесс по э, запрету УПЦ притормозился, но это не значит, что прекратились захваты храмов. Они по-прежнему церковные ведомства никуда не делают. По-прежнему у нас время от времени их стало меньше как-то за последние пару месяцев языковой активности. Так что так или иначе это будет обсуждаться, но, знаете, по своему опыту, боюсь, что это так в процессе размена это уйдет на второй, третий. Но хорошо напомню. А, Показательно другой. 70% книжные магазины, те, кто больше всего ратовал за запрет русскоязычной книги и книгоиздательства, ну, книжные магазины вылетают в трубу. Сегодняшняя информация, страна UA писала, бачил очень еще купувал. Алексей, Иран подвергся агрессии со стороны других стран. То, что Украина активно поддержала агрессоров, снизит доверие к ней со стороны глобального юга. Теперь будут воспринимать как американско-израильское ЧВК и скоро могут объявить Украине джихад. Как вы думаете? В Украине джихад не объявят, но восприятие явно негативное. Об этом постарался пообщаться с представителями тех стран глобального юга, исламских стран. Да, считают, что Украина стратегически, ну, то, как наряду с Эстонией Украина заявила о готовности включиться в борьбу с Соединенными Штатами. Ну, естественно, в глазах арабских стран Украина выглядит как стратегический союзник США и Израиля. Понятно, потом мы делаем круглые глаза на за счет, вот, и удивляемся, почему у нас не складываются отношения с глобальным югом. И дело даже не в этой оманской послице, которая там в белых обтягивающих брюках пришла на ифтар, а потом нанимала позитивных блогеров, чтобы они расписывали, что она не нарушила дресс-код, но задайте любому мусульманину банальный вопрос. Уместна ли такая форма одежды на ифтаре? Ну, ответ очевиден. Потом удивляемся, что нас не воспринимают. Но дьявол в мелочах, как говорится. А вот на таком на глобальном уровне, да, действительно, и никакое донорство безопасности эту ситуацию не меняет, к сожалению, для нас. Равно как это не приносит, кстати, в Украине никаких дивидендов от Израиля. Даже задали вопрос, что, дескать, там и израильские инструкторы, ну, кто там бывшие наши, там, получившие израильское гражданство, там, прослужившие в израильской армии, возможно, там, в качестве таких солдат удачи и принимали участие в боевых действиях. Но ни один, как говорится, ящик с оружием от Израиля в Украину не попал. Не только ящик, даже третьи страны, когда в 2022 году кто-то из европейских стран хотел отдать Украине израильские противотанковые комплексы «Спайк», это такой аналог Джевелина, кстати, его много лучше, Израиль запретил, не дал. И все ограничилось исключительно гуманитарными. Поэтому по наивности и ваш покорный слуга тоже весной 22 года полагал о том, что Израиль включится. Нет, это осталось неизменным. Ну, не зря же Биби Нетаньяху с георгиевской ленточкой по Красной площади бродил. Это да. Так, значит, вот такой вопрос. Надеется ли Золотарев, что его навыки политтехнолога еще будут востребованы в Киеве, или же новая ситуация потребует новых знаний, подходов и новых политтехнологов? Скорее всего, второе. Я реалист. Объективно, ну, знаете, как генералы всегда готовятся к прошедшей войне, так и олдскульные политтехнологи готовятся к прошедшим, уже состоявшимся выборам. И сейчас совершенно иная реальность. Да, людям моего поколения это кажется такой новой ненормальностью, но, увы, как говорится, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому так или иначе придет новая поросль, новая смена. Вполне естественный процесс. Угу,
Лина Востроилова. Украинцы дожились до той государственности, когда приходится делать выбор между законом и справедливостью. И вчерашний трагический случай в Одессе не есть ли свидетельством точки перехода к этому? Я напомню, это, судя по всему, о случае, когда мужчина расстрелял полицейских, его там пытались проверить документы, а потом скрылся в недострое, его там ликвидировали при задержании, он отстреливался. Соответственно, спорт. Но, знаете, тем более мужчина, водитель без криминального бэкграунда, как бы там ни было. Не СЗЧшник. Не СЗЧшник. Но, когда еще в прошлом году мы с вами говорили о том, что подобное беспредел порождает беспредел. То есть, понятно, это наличие автоматического оружия, это уже уголовно наказуемо. Другое дело то, что у нас 500 000 единиц огнестрельного оружия, и достаточно ситуация сейчас как бочка с бензином. Подобно тому, как за Януковича и Захарченко вот этот тогда инцидент в захолустном райцентре стал одним из таких триггеров того, что настроения радикализировались. Так и ситуация с ТЦК, она рано или поздно может привести к трагическим последствиям. Мы чаще видим, что ТЦК встречает силовое сопротивление, но не ровен час, тем более, что в отлов людей включилась и полиция, которая до этого дистанцировалась, заявляла, что мы тут ни при чем. Мы видим, полиция оказывается вполне при чем, и даже если, не дай бог, вы там совершите мелкое ДТП, первое, чем у вас поинтересуется полицейский, это не являетесь в розыске ТЦК. И если вы такие находитесь в розыске, вы поедете в ТЦК, но а вашу машину там приедет забирать ваш друг или там жена, но хорошо, если ключи. Вот. Поэтому, увы, но вот эта спираль беспредела, которую запустило государство, оно рано или поздно упадет по стране. И по тем людям, которые, возможно, как говорится, не причастны. Следующий вопрос. Путин в последнее время ведет себя в публичном пространстве так, как будто не знает про забой скота в Сибири, пожары в Ленобласти, гибель солдат в окружении в Купянске. Возможно такое, что кто-то из серых кардиналов под предлогом мер безопасности заточил его в Кремле, подсовывает, как и Трампу, бравурные двухминутные ролики, где все хорошо, а сам за его спиной сливает фронт, страну, союзников, завелся там свой Ермак. Знаете, вот по-пелевински отвечу. Все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа. Вот, и тут, если покопаться, то бродят упорные слухи, что, дескать, у жены Медведева родственники занимаются таким мясным бизнесом, и, дескать, там территория не освоена, и все может быть банально, чей-то шкурный коммерческий интерес, поскольку то, что происходит как это село Нака, далекое сибирское село, где по беспределу просто забивают скот. Понятно, это какова будет реакция населения? Вполне все предсказуемо. Равно как и с телеграммом. В чем там смысл? Что гасить будущих зародофилов, те, кто скажет, что хитрый план Путина оказался блефом, и мы все, как говорится, профукали, но, по-моему, когда с Пригожинской сеткой справились вполне успешно, все контролируем. Но реально, да, там, правда, российские боты начинают мне писать, что я поставил Макс. Нет, мое общение с россиянами, которые, мягко говоря, выражают недоумение этим адероблом, то, что называется этим мессенджером, и те неудобства, которые они испытывают. Кому это надо? Но имеем то, что имеем. Как это очень часто бывает, Путин может оказаться тоже не исключением, когда лидер, то есть, попадает в окружение. То есть окружение дальше формирует ему вполне такую благостную картинку. Тем более, что как Путин смартфоном не пользуется, на распечатке, а это уже возможность формировать одноканальную систему подачи информации. Вопрос. Если все договорятся, когда откроют границы?
Границы откроют не скоро, не надейтесь. Даже если случится такое чудо и в 26-м году прекратятся боевые действия, то границу откроют в лучшем случае через 9-12 месяцев после окончания боевых действий. И в этом будет не, скажем, скорее всего, это будет такое пожелание наших европейских партнеров, чтобы 1-1,5 миллиона ошалевших от счастья украинцев не затоптали европейских пограничников. Ну, смотрите, тут тоже такой момент. Вот Норвегия сегодня сообщила о том, что они раз и будут на карандаш брать от 18 до 60 лет украинцев, мужчин. И будут проверять, а есть у них отсрочка или нет. Что они тут там по Норвегии ходят? Помощь еще какую-то просят, получают поддержку, как украинцы. Так это же первые ласточки. Дальше будет больше. Согласен. Но обратите внимание, есть группа стран, даже Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания, Норвегия, Швеция, которые занимают такую позицию, наиболее последовательно позицию поддерживать нынешний кризис. Соответственно, в вопросе, что здесь делают украинские мужчины мобилизационного возраста, возникают вполне обоснованные такие претензии. Даем деньги, а пишущих здоровьем там хватает и в Польше таковых. Поэтому, если не желаете попасть в эти тиски под очередное покращение от европейских партнеров, именно из этой группы стран, смотрите в сторону такого европейского юга. Италия, Испания, Португалия, там будут вряд ли действия их власти примут такой поворот. Поэтому тут все вполне закономерно. И, судя по всему, в этих странах, равно как и плюс сюда еще и Германия и Бельгия, те, кто не работает из украинцев и сидит на пособии, как раз в Германии и Бельгии самые большие социальные пособия, попросят, скажут, пора исчезнуть, когда статус временного убежища не будет проблем. Поэтому либо ищите работу, либо думайте о делокации. Европейских стран много. И... За что задержали Поплавского? Растрата бюджетных средств. Я думаю, поющего лектора решили напоследок обелетить. Все прекрасно знают, он зажиточный. Что зажиточный, и есть за что пощипать у него, как говорится, он как хомячок все в норку. Там и батьківська хата, ресторан на Одесской трассе, там, успешно совмещал свое ректорство с бизнесом. И тем более, что когда ты еще имеешь возможность приложиться к бюджетной кормушке, а лоббистом, скажем, Поплавский, в давние времена был далеко не самым последним, то, естественно, все прекрасно понимают, что там есть что взять. И, судя по всему, ему сделали такое предложение, от которого ему трудно будет. Но, я думаю, на этим никто, тюрьма и с ума поющему лектору не грозят. Судя по всему, это одно из таких коммерчески выгодных дел, которое время от времени возникает. Такие переломные моменты истории. Ведь не так уже много осталось тех, кого еще не обелетили. Вот добрались и до поющего лектора. Да, друзья, всем большое спасибо за ваши вопросы. Вот тут пишут в чате, вот Шелест нагло врет о том, что у нас нет никакого телемарафона. Но я же не говорю, что у вас телемарафон. У вас как телемарафон? Исключительно. По крайней мере, за посты в Телеграме и в Фейсбуке в Израиле не сажают. Высылают, если что там. Если что, то да. Легко. А так, конечно, нет. Смотрите, закон такой. Там же говорили Украина, как Израиль, Украина. Это превращается, понимаете? Вот это все как бы... как Израиль. Израиль, несмотря на границы, не закрывал. Ни после 7 октября, ни сейчас.
Вот израильтяне могут выехать из страны. Но израильтяне, не служившие Цахаловым, да, воспринимаются без всяких законов, воспринимаются немножечко как, не сочтите за рекламу Израиля, но там специфическое отношение к тем, кто не служил. Прежде всего, к харедим, это религиозные, но вот, Израиль такой. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что пишете, за то, что смотрите, ждете наши эфиры по пятницам с Андреем Золотаревым. Подпишитесь, пожалуйста, на Андрея Владимировича. Тоже практикует ответы на вопросы, поэтому приходите к нему, интересуйтесь, обсуждайте. Андрей Владимирович очень благодарен за время и мысли. Всем большое спасибо за то, что мы были вместе этим вечером. Еще будем. Никуда не уходите. Подписывайтесь, если не подписаны. И лайк поставьте, пожалуйста, этому прямому эфиру. Всем до скорой встречи. Добра и света. Увидимся.